Я кратко сейчас повторю, чем отличается боевое искусство и боевой клуб от небоевого искусства и небоевого клуба. Первое – это наличие или отсутствие экипировки. Не экипировка должна снижать травматизм и обеспечивать вашу безопасность, а ваши навыки и ваши умения. Там, где появляется экипировка, имейте в виду, вам не преподают боевое искусство, вас не учат безопасности в бою, вас не учат защите, в лучшем случае вас учат атаковать. Это значит, что в этом клубе воспитывают не бойцов, а тех, кто будет размениваться удар на удар в какой-то экстремальной ситуации. И дай бог, чтобы у такого бойца или псевдобойца был только один противник, а не несколько. Иначе этот размен, сами понимаете, приведет к полному фиаско. Здесь надо сказать, что под экипировкой, естественно, подразумевается наличие перчаток или шлемов или кирас и так далее и тому подобное. Там, где появляются вот такие вещи, там, где вам пытаются пояснить, что спарринг будет гораздо лучше или гораздо безопаснее, если вы наденете там перчатки, скажем, вот где это происходит, там вы боевыми искусствами не занимаетесь. Настоящий боец – это тот, кто обеспечивает себе полную безопасность при помощи тех техник, которые содержатся в боевом искусстве. В противном случае вы не осваиваете боевое искусство, что само по себе логично, я думаю. Второй момент – это ограничение по времени в спаррингах. Эта идея пошла из боксерских поединков, где там пара-тройка минут и как бы все заканчивается на этом. Вот там, где появляется такая же история, там, где есть ограничения по времени, это тоже не боевое искусство, это такое оспортивленное что-то уже. Третий момент – специальные правила. Ограничения по атакам в голову, ограничения по атакам, я не знаю, там в пах, например, в горло, куда-то еще и так далее. Там, где появляются такие ограничения, имейте в виду, это уже не боевое искусство, вас не учат сражаться. Вас учат действовать по каким-то правилам, спортивным, постспортивным и так далее. Это значит, что лучше вам заниматься какими-то спортивными единоборствами тогда, если вы хотите чего-то добиться в области спорта. И не стоит в этом случае обращаться к околобоевому чему-то, что не поможет вам в реальной ситуации и не поможет со спортсменами, потому что вы не занимались ни чем-то боевым, чтобы в экстремальной ситуации за себя постоять, ни чем-то спортивным, чтобы в спортивной ситуации по специальным правилам не проиграть. Весовые категории, возрастные категории и прочее подобное. Никогда за всю историю сражений, за всю историю человечества никогда не было ни одной битвы, где воинов делили по весовым категориям или возрастным категориям. И только таким образом они сражались. Это, конечно, смешно достаточно, и это наследие спорта. Это то, что делает не боевым то, чем вы занимаетесь. В боевых искусствах нет никаких подобных категорий. И вы должны уметь сражаться и с тем, кто тяжелее, и крупнее вас, и легче вас, и так далее, и так далее. Мало того, боевое искусство вас учит еще сражаться с вооруженным противником. Это то, чего в спорте нет. И если вы приходите в какой-то клуб, и у вас нет работы против вооруженного противника, ну, уже это вызывает сомнения. Кроме того, в боевом клубе, в настоящем боевом клубе, обязательно у вас есть работа не против одного, а против двух или трех, например, противников. Это обязательные условия. Таким образом, вы понимаете, что такое стратегия, что такое тактика, как это реализуется в вашем конкретно боевом искусстве, в вашем конкретно боевом клубе. В противном случае, опять, вы не занимаетесь боевыми искусствами, а занимаетесь как раз единоборствами, то есть один на один. По каким-то правилам специальным, по специальным ограничениям вы работаете. Да? Это не боевое искусство. Существует масса еще разных других моментов, по которым вы можете отличить боевой клуб от явно не боевого, существующего на уровне просто коммерции, на уровне того, чтобы было много людей в этом клубе, которые свои взносы постоянно выплачивают, но при этом не учатся ничему боевому по-настоящему.